Привет, друзья! Вы на канале Карева Жизнь на Кипре. Сегодня мы с вами погуляем по небольшому городку Лапта. Расскажем, где он находится и какие улочки, какие магазины есть, школы и прочее в этом местечке. Потому что уж очень много желающих узнать подробнее про этот город. А почему многие интересуются непосредственно Лаптой? Потому что именно в Лапте есть недвижимость по очень хорошим ценам. Этот городок расположен всего лишь в 15 километров от Гирны, возле Алсанжака, с очень развитой инфраструктурой, и в то же время здесь живописно, красиво и недорогая недвижимость. Квартиру можно купить 1+1 от 40 тысяч фунтов, а 2+1 от 50 тысяч фунтов. Магазины, также здесь есть транспорт. Вот по этой дороге ходят маршрутки, на которые вы за 20-25 минут можете доехать до Гирны. Также находятся учебные заведения, садики. Вот государственная школа за моей спиной. Здесь образование на турецком языке. Но в старших классах усиленно изучают английский. И уже к выпуску дети свободно разговаривают на английском языке. В Лапте есть также различные парикмахерские, салоны, кафе. В общем, много всего. Пойдемте погуляем. Я вам покажу, какие дома, дороги, что себя представляет Лапта, чтобы вы знали. I get around despite the loss. I'm over here, gotta get across. Whether you like it or not, there is a moment meant for us. And now you made it, but I already played this. Not interested, open your eyes, let's get it done. Take my hand, just follow me, shadow me, I won. На Северном Кипре очень популярный футбол. Здесь на уроках физкультуры играют и мальчики, и девочки в футбол. Прям как в Канаде играют в хоккей, так на Северном Кипре играют в футбол. Он очень популярный. Сейчас мы пройдемся дальше в Лапту. Сегодня тепло. 16 градусов, но я, правда, одела курточку, потому что какой-то ветерок, и тучи, когда солнце заходит за тучи, даже как-то холодно. Но в ближайшие дни ожидается также похолодание, будет температура воздуха следующую неделю 12-14 градусов, ночью 2. Вот в Лапте проезжают маршрутки. Вот на этой маршрутке можно за 20 минут доехать за 15 лир, это 1 евро, до Гирны. И моя дочка со своими подружками ездит на рисование, на кружки и просто погулять в Гирны. Это очень-очень хорошо. Вообще в Лапте очень много живут русскоязычных людей. У Златы много подруг в Лапте. Она называет Лапту центром вообще мира. Ей очень нравится. Достаточно живописный район, но здесь много очень и старых домов, ну, также строятся и новые комплексы. Лапта очень старый город, он упоминается вообще несколько веков назад, там, ну, вообще история очень богатая, кому интересно, прочитайте про Лапту, и, ну, интересно. Вот сейчас уже скоро начнут строить новый комплекс, точнее уже начали. Здесь будет большой красивый комплекс с магазинами. Еще неделю назад здесь ничего не было. Мы тут играем, ну вот ходим, гуляем с ребенком. Он у меня очень любит смотреть, как работает строительная техника. И смотрю, вот буквально за 3 дня вот тут такое вот новое что-то.
В Лапте очень бюджетное жилье по отношению к другим районам, например, вот району Гирны или Скеле. Здесь новая квартира 1+1 начинается от 45 тысяч фунтов, а 2+1 от 50 тысяч фунтов и выше. Ну, последнее время цены выросли, и я скажу, что выросли очень прилично, значит, потому что есть спрос, и квартиры даже в Лапте стоят уже 55, 60 и выше тысяч фунтов, 2+1. Вот мы гуляем, впереди кафешка, вот справа, сейчас посмотрим, я вам покажу фото комплекса, чтобы вы посмотрели. Вот будут квартиры, так, вот такой дом красивый, и квартиры вот 63 тысячи фунтов, 2+1. Красивый новый современный комплекс. Место расположения хорошее, рядом государственная школа, магазины недалеко. Это начало Лапты, это не центр, а начало Лапты. Вот сейчас мы с вами пойдем прям туда, в самый центр Лапты. Как я говорила, на Северном Кипре вы стройными не будете, потому что везде лавочки с выпечкой и вкусной выпечкой. Киприоты любят очень посидеть, попить турецкий чай или турецкий кофе с различными булочками. Но мы отсюда уходим, потому что Юле надо брать себя в руки и готовиться к пляжному сезону. Я надеюсь, что через месяц мы уже будем купаться. В прошлом году мы купались уже с 20 апреля. В Лапте в основном дома невысокие, 3 этажа. Также есть виллы, как новые, так и старые. Ну, есть очень старые, я вот вам дальше покажу. Заметьте, что здесь есть тротуар, что очень важно. И мне очень нравится, что в Лапте очень чисто. Здесь очень хорошая администрация, Беледие заботится о том, чтобы город был чистый. Пару дней назад я не выдержала и пошла в Алсанжаки возле дома просто собирать мусор, бутылки. Я не знаю, кто там мусорит, вроде никто не ходит, но я насобирала 3 огромных пакета с мусором. В Алсанжаке скажу, что грязно, мне не нравится, а в Лапте чисто. Вот мы устраиваем уборочки. Вот, также еще кафешка. У нас будет завтра уборка на пляже Камелот возле церкви. Мы будем убирать пляж. На Кипре очень много барбершопов. Киприоты очень любят наводить красоту, стричь себе бороду, стричься, независимо от возраста, от статуса. Здесь все мужчины хорошо пострижены, хорошо выбриты. Они очень это любят. Так, мы идем дальше. У нас справа какой-то строительный магазин. По инфраструктуре в Лапте все хорошо. Здесь есть все необходимое для жизни, даже в пешей доступности. Туда мы не пойдем, просто покажу вам вот строительные тут материалы, что-то необходимое для дома. Так, мы направляемся в самую глубь Лапты. Справа у нас магазин, супермаркет.
Вот я уже вижу, справа стоят там газовые баллоны. Там продается вся необходимая еда. Лапта, она очень уютная. Она старенькая, такая вот какая-то, ну, свой колорит в ней есть. Что-то между Италией, что-то между Испанией, старенькими городками. О, какое огромное дерево. Ого, широкое. Тут на каждом шагу какие-то заведения, кафешки. Тихо, спокойно, люди сидят, пьют чай, кофе. Людей, как вы заметили, немного. Вот какой-то магазин цветов. Все чисто и красиво. Мне нравится, что есть тротуары в Лапте, и то, что очень все чисто. Не валяются там окурки, бутылки, какие-то чипсы и прочее. Вот слева такой настоящий такой колоритный домик киприотский. Они любят одноэтажные такие бунгало. Много цветов обычно. Вот слева салон красоты. Тут можно постричься уже женщинам, сделать маникюр, педикюр. Внутри очень приличные салоны. Если снаружи еще выглядит так себе. Кстати, кафешки, рестораны, магазины, салоны снаружи выглядят вообще никак. Но когда туда заходишь, там всегда хорошая мебель, там очень дорогие всегда аппараты различные. Все очень на высоком уровне. Так, вот небольшая заправка в Лапте. И мы вот идем дальше. Вот обратите внимание, какие тут здания. Тут не принято красить здания, поэтому они вот такие обшорпанные. Я вот и говорю, это и про магазины, про кафешки. Вот есть, ну, как-то вот со временем они уже такие становятся некрасивые, и вот у них как-то не принято красить, ремонтировать. Есть заброшенные дома. Вот это заброшенный дом. Он, не знаю, когда был построен, он из какого-то камня прям построен. Обратите внимание, это очень старые постройки. Ну, вот тут даже машина стоит, кто-то живет. Ну, тут, конечно, нежилое все. Вот это центр Лапты, и такое здесь есть. Водитель прям машет. Вы знаете, кто-то мне писал, что вот вы идете, вам машут, вы радуетесь, вас там воспринимают как Наташ. Но вы знаете, я скажу, что у меня Андрей снимает видео, ему тоже машут, здороваются и машут очень доброжелательно. Вы не о том думаете. Здесь на самом деле очень хорошо относятся ко всем людям, и к русским, ко всем национальностям. Они, киприоты, очень доброжелательны. Я не устаю повторять о том, что я нигде не видела таких доброжелательных, таких общительных людей. Нигде. И Андрей не видел, хотя он объездил вообще весь мир. Он был и в Америке, всю Европу объездил. И он тоже говорит, что таких вот доброжелательных, простых людей, если ты идешь, ты должен обязательно поздороваться, улыбнуться, потому что на тебя смотрят и улыбаются, и здороваются. Вот, слева он тут тоже какой-то магазинчик небольшой, он как ларек выглядит, ну, такой маленький магазинчик, куда можно сбегать и купить все необходимое. Вот, зайдем, я вам покажу, вот маленький такой, да, ларек такой,
А тут, в принципе, большой ассортимент. Вот сколько, посмотрите, там полок, рядов с едой. И есть абсолютно разная еда. И можно купить и молочную продукцию, и покрепче. Вот такой маленький магазинчик, как ларек. Видно, хозяин живет в этом доме тут, и вот он открыл. Также здесь есть и отдел с овощами. Вижу, что сейчас тут мало овощей, фруктов, но вообще обычно побольше. Ну, даже самое необходимое купить, сходить вот за луком, за морковкой, чтобы далеко никуда не идти. Вон перцы. Можно сходить, быстренько купить. Также вот газ. Вот это баллон с газом. Мы готовим еду. У нас стоит баллон с газом на кухне. Вот, идем дальше. Мне нравится Лапта, что она находится в предгорье. Кстати, идти так очень прилично, можно подкачать ноги, потому что мы все идем вверх, вверх, вверх. И обратите внимание, здесь везде такие каменные заборы. Очень такое вот все с природой одно целое. И поэтому вот эти домики невысокие, особенно которые давно были построены, они очень хорошо вписываются. Здесь такая атмосфера, вот такой колорит. Здесь очень красиво фотографироваться, много зелени. Мне нравится этим Лапта. Единственное, скажу, что в Лапте сыро, потому что высокая гора, она как-то закрывает солнце. И зимой здесь более холодно, влажно, сыро, но зато много зелени. Летом также влажно. Вот это такой вот домик, он мне нравится, такой вообще очень давно построен. И здесь такая есть мастерская. Тут художник живет. Сейчас мы зайдем. Это его мастерская. Здесь такие красивые картины маслом. Вот он рисует и продает. Было очень много картин. Смотрю, что сейчас уже мало осталось. Картины по $100-200, но они очень красивые. Прям произведение искусств. Его нету сейчас. Все, мы уже пойдем. Пойдем вперед, я вам покажу, что здесь еще есть. Вот это улочки в Лапте. Такая старая постройка. Но дальше есть более новые комплексы. Они соседствуют вот со старыми домами. Очень разные. Вот такие цветы красивые. У нас сейчас самая красивая пора. Вот март, апрель, май. Вот сейчас начинают распускаться герани, орхидеи. Сейчас сезон орхидей. Цветут сады, миндаль. Очень все вкусно пахнет. На самом деле очень-очень красиво, живописно. На улице тепло, не жарко. Для меня это самая лучшая пора. Я не люблю жару. Вот какой красивый вид на море. Видите, мы так стоим на возвышенности. Вот это море впереди. В Лапте очень много старых строений, которые вот так выглядят. Есть новые комплексы недалеко. Покажу вам новые также комплексы. Красивые. Район очень густо застроен. Дом к дому. Потому что это старый город, старое поселение. И здесь, в предгорье, еще много веков назад люди строили себе дома и жили. Хочу сказать, что мне Лапта напоминает Азанкой. Вот мы недавно ездили по Азанкой, и мне показалось, что Азанкой вот прям очень похож на Лапту. Вот справа впереди у нас Белидие Лапты. И есть новый комплекс. Вот он. Моя подруга купила здесь квартиру 2+1.
за 55 тысяч. Ей еще дали рассрочку на 2 года. Там осталось 3 квартиры в этом комплексе. Кого вот заинтересует, она может все рассказать и подсказать. Вот Белидье. Ну, то есть здесь строятся и новые комплексы, красивые. Море впереди красиво. Видите, как тут у нас. Я помните, кактусы летом оторвала? Сейчас вот как у нас мандарин. Вот по этой дорожке также ходят маршрутки. Вон впереди стоит маршрутка. Очень удобно. Ходит каждые 10 минут. Вот в этом красивом новом доме моя подруга купила себе квартиру. 2+1 за 55 тысяч фунтов. Хороший новый дом, он только сдался. Здесь продается еще 3 квартиры. Я стараюсь вам снимать не что-то выборочно, да, красивое, а вот я просто все снимаю, то, что вижу. Вот я иду гуляю, и я вам снимаю. Вот мы гуляем по Лапсе сейчас. Так, мясная лавка. Баранина, говядина. Тут цены недорогие на говядину. 75-85 лир килограмм. Так, тут у нас продаются мидии фаршированные. Здесь кебабы. То есть я вам без фильтров снимаю все, что я вижу. Просто иногда смотришь, как снимают видео некоторые люди, ну и они не показывают. Например, снимают стройку, где строится новый комплекс, и не снимают недостроенный отель, который ужасный, недостроенный, неизвестно, когда он будет достроен возле этого комплекса. Ну и скрывают недостатки какие-то, ну, или моменты, и потом люди приезжают, и многие могут быть разочарованы. Вот я вам хочу показать все без... Вот как есть. Вот мы вернулись к нашей заправке. Вот почта в Лапте. Почта все желтого цвета. О, привет! Давай жми педали. Ты тут идешь, и все знакомые лица. Человек, кстати, с Питера, 13 лет, живет на Кипре. И счастлив. Вчера мы с ним проводили тренировку для детей на пляже Камелот по волейболу. Ну что, друзья, мы с вами погуляли по Лапте, вы увидели, что это за городок, какие здесь дома, дороги, магазины. Я вам все показала, чтобы вы лично своими глазами увидели. Если вас интересует этот район и вы хотите здесь проживать, то, пожалуйста, пишите нам, звоните, мы попробуем найти для вас подходящую недвижимость. Ставьте нам лайки, если вам нравится видео такого формата. Также подписывайтесь на наш канал. До новых встреч. Пока-пока.